Американская актриса Эмма Робертс считается одной из перспективных молодых актрис Голливуда. И хотя в ее фильмографии нет суперзвездных проектов, за ней пристально следят как папарацци, так и обычные зрители. Фамилия Робертс в Голливуде давно на слуху, и кто-то скажет, что это благодаря фамилии на девушку обращают внимание. Но Эмма не огорчается из-за подобных высказываний и уверенно идет к своей цели. А совсем недавно в ее жизни произошло событие, от которого СМИ просто взорвались. Хотите узнать, что это за событие? Тогда смотрите видео до конца. Я расскажу о детстве Эммы Робертс, ее карьере, личной жизни и последних новостях. И, кстати, если какая-то часть видео вам покажется неинтересной, в первом закрепленном комментарии будут тайм-коды. Эмма Роуз Робертс родилась 10 февраля 1991 года в одном из округов Нью-Йорка. Ее родителями стали известный актер Эрик Робертс и модель Келли Каннингем. Впрочем, их семейная жизнь не сложилась, и почти сразу же после рождения Эммы отец ушел из семьи. А когда малышке исполнилось 7 месяцев, и вовсе лишил мать и ребенка крыши над головой. Однако на этом история не заканчивается. Эрик Робертс является родным братом многими любимой голливудской актрисы Джулии Робертс. Когда она узнала о поступке брата, то тут же бросилась на помощь. Она купила Эмме и ее маме дом, а затем всячески поддерживала Келли в борьбе за право воспитывать дочь, потому что Эрик хотел забрать Эмму к себе. К счастью, вскоре ситуация нормализовалась, все разобрались со своими правами и отношениями. В 2001 году у Эммы появился отчим, а затем в семье родилась Грейси, которая приходится Эмме сестрой по матери. Джулия Робертс души не чаяла в племяннице и взяла ее под свое покровительство. Она частенько приводила Эмму на съемочную площадку, поэтому неудивительно, что уже в раннем детстве девочка захотела стать актрисой. Ее мама Келли не была в восторге от этой идеи, так как знала обо всех трудностях данной профессии и просила Эмму хотя бы немного подождать и пожить жизнью обычного ребенка. Но дочь была непреклонна, ей хотелось быстрее попробовать себя в какой-нибудь роли. Впервые на экране Эмма Робертс появилась в возрасте 10 лет в криминальной драме «Кокаин». Главные персонажи достались Джонни Деппу и Пенелопе Круз. И по признанию самой Эммы, на тот момент она совершенно не осознавала, с какими звездами ей довелось поработать. Также она сыграла эпизодическую роль в семейной комедии «Любимцы Америки», в которой одну из главных ролей исполнила Джулия Робертс. Эти первые успехи вдохновили девочку на дальнейшие свершения. Она переезжает в Лос-Анджелес и поступает в школу Арчера, чтобы совмещать учебу и съемки. В 2002 на экраны вышел семейный фильм «Великий чемпион». Здесь Робертс получила главную роль, а в 2004 состоялась премьера молодежного телесериала «Не такая». Эмма сыграла девочку по имени Эдди Сингер, которая пишет песни о своей жизни в школе, первой влюбленности и отношениях. Вскоре после премьеры проект стал самым популярным сериалом на телевидении США среди детей возрастом от 9 до 14 лет и продержался в эфире 3 сезона. А Эмма получила свою первую порцию славы и была номинирована на премию Teen Choice Awards в категории «Лучшая телевизионная актриса». За то время, пока она работала в сериале, она принимала участие и в других проектах. Робертс можно было увидеть в приключенческой комедии «Лучший друг шпиона», фэнтези-комедии «Аквамарин» и семейном фильме-детективе «Нэнси Дрю». В 2008 году на экраны вышли сразу 2 картины с участием актрисы. Это комедия «Оторва», где Эмма перевоплотилась в избалованную американскую девочку, которую отец отправил в английскую школу-пансион, и драматическая комедия «Роскошная жизнь». В следующем году состоялись премьеры еще 2 комедий «Отель для собак» и «Сезон побед». А в 2010-м Эмме довелось поработать в одном проекте со своей знаменитой тетей. Это произошло на съемочной площадке романтической комедии «День Святого Валентина». Впрочем, имя Джулии Робертс не единственное громкое имя из всего актерского состава. Их настолько много, что я даже не возьмусь перечислять, чтобы кого-то случайно не забыть. Стоит отметить, что 2010 у Эммы был очень продуктивным. Свет увидели 2 триллера «12» и «4-3-2-1» и 2 драмы «Это очень забавная история» и «Что случилось с Вирджинией». Годом позже Робертс исполнила главные роли в фильме ужасов «Крик 4» и мелодраме «Домашняя работа». А уже в 2013-м карьера молодой актрисы сделала новый виток. Сначала она появилась
снималась в нескольких полнометражных фильмах. В боевике Empire State ее партнерами стали Лиам Хемсворт и Дуэйн Джонсон. В драме Пало-Альто Эмма сыграла мечтательницу и бунтарку по имени Эйприл, а компанию ей составили Джеймс Франко и Джек Килмер. В драме «Взрослый мир», получившая смешанные отзывы, Робертс перевоплотилась в молодую поэтессу, которая всеми силами стремится к своей мечте. И, наконец, в комедии «Мы Миллеры» актрисе досталась героиня по имени Кейси, которая вошла в состав фальшивой семьи, организованной героем Джейсона Судейкиса для прикрытия миссии по перевозке наркотиков. Маму и сына сыграли Дженнифер Энистон и Уилл Полтер. Комедия собрала неплохую кассу почти в $270 миллионов, хотя и получила много критики в свой адрес. Затем стало известно, что Эмма Робертс будет сниматься в 3-м сезоне сериала «Американская история ужасов». Фишка проекта в том, что каждый сезон имеет свой актерский состав. Некоторые актеры могут появляться на экране каждый сезон, но даже тогда они играют совершенно других персонажей, монстров или существ. Такая концепция нашла своих почитателей, и на сегодняшний день проект насчитывает 9 сезонов и уже начались съемки следующего, 10-го, а Эмму Робертс можно увидеть в 3-м, 4-м, 7-м, 8-м и 9-м сезонах. В 2015 году актриса приняла участие в драме «Меня зовут Майкл». Сюжет картины довольно интересный. Гей-активист Майкл Клатц в лице Джеймса Франко начинает размышлять о своей жизни, пытаясь найти баланс между сексуальностью и духовностью. В результате он отказывается от своей гомосексуальности, оставляет семью и друзей и обращается к Богу. Майкл становится христианским пастором, называя в своих проповедях гомосексуальность безбожным образом жизни. В итоге он поступает в библейский колледж и встречает там Ребекку, героиню Эммы Робертс. Ребекка достаточно гибкая в своих суждениях, чтобы принять прошлое Майкла. Фильм получился довольно интересным. Он не показывает историю как взаимодействие белого с черным или доброго со злым. Герои задают много вопросов и пытаются найти ответы на них. Далее актриса снялась в криминальной комедии «Эшби» и фильме ужасов «Февраль», а затем вошла в основной актерский состав телесериала «Королевы Крика», режиссурой которого занимались Брайан Мерфи и Брэд Фелчак. Они же создавали американскую историю ужасов. «Королевы Крика» является пародией на различные фильмы ужасов и содержит в себе множество отсылок разной степени очевидности к нескольким десяткам фильмов. Проект получил 2 сезона. В 2016-м Эмма снялась в молодежном триллере «Нерв». Сюжет фильма рассказывает об онлайн-игре, в которой игроки получают вознаграждение за выполнение заданий от зрителей. Партнером Робертс снова стал Франко, но на этот раз Дэйв, родной брат Джеймса. Их героям предстоит выполнить немало сложных и опасных заданий и завершить игру. 2 годами позже с участием актрисы на экраны вышли криминальный биографический фильм «Клуб миллиардеров» и романтическая комедия «Маленькая Италия». Личная жизнь Эммы Робертс. Личная жизнь Эммы Робертс полна ярких романов, встреч и расставаний. Первыми отношениями актрисы, о которых стало известно прессе, стали отношения с актером Алексом Петтифером, с которым она познакомилась на съемочной площадке проекта «Оторва». Они были всерьез увлечены друг другом. Алекс даже сделал на пальце татуировку с именем Эммы, но их отношения продлились всего 1 год. Затем у Робертс был короткий и необременительный роман с профессиональным скейтбордистом Райаном Шеклером. А вот со студентом Калифорнийского университета по имени Даффан Купен она встречалась целых 2 года. В 2011-м Эмма познакомилась с молодым актером Кордом Оверстритом. Их часто видели гуляющими на улицах и отдыхающими на пляже. Но эти отношения были нестабильны. Они ссорились и снова мирились, из-за чего расстались спустя несколько месяцев. Пожалуй, самым ярким и страстным романом в жизни Эммы стали отношения с Эваном Питерсом, с которым она также встретилась на съемочной площадке, но уже другого проекта «Взрослый мир». Они рассмотрели друг друга не сразу, но на премьеру фильма актеры пришли в качестве пары, хотя никаких официальных заявлений не делали. Отношения Эммы с Эваном развивались как на вулкане. И вы приготовьтесь, потому что сейчас будет не просто следить за хронологией событий. Актеры то сильно ругались, то шли на примирение. Самым громким стал скандал 2013 года, когда Эмма и Эван, находясь в одном из отелей в городе Монреаль, в
Канаде, кричали настолько громко, что окружающим пришлось вызвать полицию. Когда полицейские открыли дверь в их номер и увидели Эвана с разбитым носом и следами укуса, Эмму тут же забрали в отделение. К счастью, ни у кого из участников ссоры не было претензий к друг другу, и актрису отпустили. Папарацци запечатлели момент, когда Эмма, выходя из полицейского участка, бросается в объятия Эвана и начинает плакать. Очевидно, все испугались не на шутку. В начале 2014-го пара объявила о помолвке. Актриса даже похвасталась обручальным кольцом и сообщила, что свадьбу они планируют на лето. Но, к сожалению, у поклонников этой пары свадьба не состоялась. Летом 2015-го стало известно о разрыве отношений Эммы и Эвана. Сразу после этого актриса была замечена с бизнесменом Кристофером Хайнсом, но уже через несколько месяцев забыла о нем и вернулась к Питерсону. Казалось бы, после такого серьезного расставания примирение должно быть либо долгим и окончательным, либо быстрым и отрезвляющим. Но не в случае этих двоих. Актеры выбрали свой вариант. В мае 2016-го они снова объявили о разрыве помолвки, но в сентябре опять помирились и объявили, что снова планируют пожениться. Ох, я уже сама запуталась, вы как там держитесь еще? В 2017-м разразился новый громкий скандал. Актриса Рэйчел Билсон нашла в телефоне своего парня Хейдена Кристенсена, скажем так, неуместные сообщения от Эммы, которая на тот момент все еще была в отношениях с Эваном. Робертс не комментировала данную информацию, однако вскоре Рэйчел и Хейден расстались, и Эмму стали называть главной причиной их разрыва. Впрочем, на отношениях самой Робертс данный скандал не отразился, по крайней мере публично. Она продолжила встречаться с Питерсом, но, к сожалению, их роман уверенно подходил к завершению. В марте 2019-го все узнали, что пара окончательно рассталась. А известно это стало потому, что Эмму заметили с новым бойфрендом. Им стал актер Гаррет Хедлунд. Гаррет старше Робертс на 7 лет. Молодые люди не скрывали свои отношения, даже наоборот, в некоторых случаях позировали папарацци. Кажется, с Хедлундом у актрисы сложились более гармоничные и крепкие отношения. По крайней мере, информации о том, что они часто ссорятся, не было. А вот о том, что они стали родителями, стало известно совсем недавно. Впрочем, Робертс совершенно не скрывала свою беременность, выкладывала фото с животиком у себя в Инстаграм и даже снялась для обложки глянцевого журнала. Для актрисы беременность была полной неожиданностью. В интервью она признавалась, что имеет проблемы с фертильностью и в возрасте около 20 лет даже заморозила яйцеклетки, чтобы потом прибегнуть к методу ЭКО. Поэтому случившаяся беременность была для нее вдвойне радостной новостью. Это звучит глупо, но когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, это его отсутствие, говорила актриса. Эмма Робертс сегодня. Еще до того, как уйти в декрет, Эмма снялась в нескольких фильмах. Она сыграла главную роль в фантастической мелодраме «Райские холмы». Ее героиня – девушка из состоятельной семьи, которую родители вынуждают выйти замуж не по любви. Чтобы усмирить дочь, они отправляют ее на перевоспитание в элитный пансион «Райские холмы», спрятанный от посторонних глаз на уединенном тропическом острове. Однако это место вовсе не такое райское, каким кажется с первого взгляда. Компанию Эмми на съемочной площадке составили Мила Йовович и Джереми Ирвин. Также Робертс приняла участие в триллере «Охота». По сюжету фильма 12 незнакомцев просыпаются на поляне, не зная, где они находятся и как там оказались. Но очень быстро они узнают, что отобраны для охоты, а охотиться на них будет группа богачей, считающих себя элитой. В конце октября прошлого года на Netflix состоялась премьера романтической комедии «Пара на праздники». Девушка Слоан в лице Эммы Робертс не любит праздники, потому что у нее нет пары, в то время как ее мама постоянно пытается девушку с кем-то свести. Однажды она встречает Джексона. Сюжет банален, двое договариваются изображать пару, но что-то в их плане пошло не так. Ну и, пожалуй, самым большим недавним событием в жизни актрисы стало рождение ребенка. 27 декабря 2020 года Эмма родила мальчика, которого назвали Родес Роберт Хедлунд. И сейчас счастливые родители погружены в
неприятные хлопоты. Как и в вопросе с беременностью, актриса не скрывает сына и в Инстаграме поделилась первым фото с новорожденным на руках. «Спасибо тебе, 2020, за то, что дал нам этот яркий свет нашего Родеса Роберта Хедлунда», – подписала фото Эмма. 5 интересных фактов. Эмма Робертс дружит с Кристен Стюарт. Их дружбе уже больше 10 лет. В 2008 году тогда еще совсем юные актрисы участвовали в общей фотосессии для Vanity Fair. Там познакомились и начали общаться. Эмма и Кристен еще ни разу не снимались вместе, но часто проводят время в компании друг друга. Актриса любит читать и вместе с еще одной подругой Карой Прейс основала книжный клуб «Беллетрист», в который может поступить любой желающий. У клуба есть свой сайт и страничка в Инстаграме, так что мы с легкостью можем следить за понравившимися Эмме книгами и брать что-нибудь себе на заметку. Эмма неплохо поет и даже выпустила собственный альбом. Это случилось в далеком 2005 году, но позже актриса заявила, что все же хочет сфокусироваться на актерской карьере. Из-за того, что Робертс снялась в большом количестве хорроров, ее иногда называют королевой ужасов. Но сама Эмма признается, что она жуткая трусиха. Когда она остается одна дома, ее пугают различные звуки, и ей постоянно кажется, что кто-то сидит у нее под кроватью. С правой стороны груди у актрисы есть татуировка в виде луны. А еще Эмма считает, что здоровый сон гораздо важнее любого фитнеса. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрите мои видео до конца. Как всегда, буду благодарна за ваши лайки и комментарии. И не забудьте подписаться на канал, ведь впереди еще много интересных историй. До встречи!